Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться моим любимым, самым вкусным и простым рецептом медового торта. По этому рецепту готовила моя бабушка, мама, а теперь и я. Я нашла его несколько лет назад в кулинарной тетради моей бабушки. Немного изменила в нем крем и сделала более сливочным, и он просто покорил всех моих друзей и близких. Очень часто готовлю его по их просьбе в подарок на дни рождения. Рецепт очень простой, а торт получается очень пропитанным, нежным, со сливочно-сметанным кремом. Очень надеюсь, что он вам тоже понравится. Мои друзья и новые подписчики, спасибо вам за лайки и комментарии. Вы помогаете моему каналу развиваться. Начинаю с приготовления теста для коржей. В кастрюле смешиваю сахар, сливочное масло и мед. Выбирайте самые ароматные сорта меда. Они наполнят вкус торта приятными медовыми нотками. Я люблю готовить на гречишном, акациевом и на таежном. Деликатно прогреваю смесь на низком огне. Не нужно допускать кипения массы. Достаточно, чтобы сахар разошелся и растопилось сливочное масло. Выключаю огонь, всыпаю соль и соду. Сода вступает в реакцию с медом, масса начнет бурлить и увеличится в объеме. Переливаю смесь в миску и даю немного остыть. Пена осела, масса остыла примерно до 40 градусов. Это наиболее комфортная температура для введения яиц. Добавляю яйцо и перемешиваю. Частями всыпаю муку и начинаю замешивать тесто. Перекладываю тесто на стол и замешиваю очень мягкое, не липнущее к рукам тесто. Муки может понадобиться чуть больше или чуть меньше, чем указано у меня в рецепте. Ориентируйтесь на ту консистенцию, как на видео. Чтобы легче было разделить тесто на равные кусочки, скатываю его в колбаску и делю на 10 частей. Скатываю в шарики, а чтобы они не заветривались, убираю их под пленку. Чтобы тесто было легче раскатать, слегка подсыпаю мукой на коврик и тонко раскатываю тесто. Мне нравится, когда коржи в торте очень тонкие, так они лучше пропитываются кремом и торт получается более сочным. Кольцом для торта обрезаю излишки теста. Из остатков теста можно скатать дополнительные коржи или запечь и сделать крошку для обсыпки торта. Чтобы коржи не деформировались при выпечке, сделаю проколы. Выпекаю коржи в разогретой до 190 градусов духовке примерно 3-4 минуты до золотистости. В общей сложности у меня получилось 12 коржей. Обрезков теста мне хватило на дополнительные 2 коржа. Медовый торт обычно обсыпают медовой крошкой из обрезков коржей, а мне очень нравится посыпать его вафельной крошкой. Посыпка приятно похрустывает и придает торту оригинальность. Готовлю тесто для вафельной крошки. Мягкое сливочное масло взбиваю с сахарной пудрой. Масса должна посветлеть и стать пышной. Добавляю яичный белок, перемешиваю и всыпаю муку.
Тесто получилось гладким и однородным. Распределяю тесто по коврику очень тонким равномерным слоем. Выпекаю в разогретой до 160 градусов духовке 10 минут. Охлаждаю и измельчаю до средних фракций с помощью скалки. Вот такая крошка должна получиться. А теперь приготовлю крем для торта. К сливкам жирностью более 30% всыпаю сахарную пудру и ванильный сахар. Начинаю взбивать сначала на средних оборотах, постепенно увеличиваю до максимальных. Когда сливки взбились до мягких пиков, добавляю сметану и примешиваю к крему. Учтите, что при взбивании сметана может разжижить крем, поэтому ее лучше всего просто примешать с помощью кулинарной лопатки. Выбирайте всегда сметану с высоким процентом жирности, чтобы крем не получился слишком жидким. Посмотрите на текстуру крема. Подготавливаю форму для сборки торта. Выкладываю корж на дно формы, равномерно распределяю крем и по такому же принципу прослаиваю все коржи кремом. Затягиваю торт пищевой пленкой и убираю в холодильник не менее чем на 6 часов. Торту нужно хорошо пропитаться. Снимаю излишки крема с верха торта и промазываю бока. Обсыпаю вафельной крошкой бока торта. К орехам вливаю мед и хорошо перемешиваю. Украшаю торт орехами в меду. Медовый торт готов. Он получается очень вкусным, нежным, ароматным и буквально тает во рту. Мягкий вкус сливочно-сметанного крема с кисленькой ноткой прекрасно дополняют ароматные медовые коржи. Обязательно попробуйте его приготовить. А чтобы узнавать еще больше вкусных и простых рецептов, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик.